В MMORPG Ashes of Creation буквально сегодня стартует вторая волна доступов к долгожданной альфе проекта. Я, как вы, наверное, знаете, ждал этого момента, поиграв предварительно некоторое количество часов в первой волне. Ну, просто чтобы иметь какое-то представление о проекте и донести это самое представление до вас. Теперь же вроде как можно действительно более-менее поиграть. Этому благоприятствуют многие обстоятельства. И вот об этом всем как раз будет новый ролик. Не забываем подписываться на канал, в том числе по ссылкам в описании можно найти нас на отечественных платформах ВК и на Рутуб. Ну а за общением и самыми свежими новостями жанра MMORPG отправляю вас в мой телеграм. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. Наверняка вам знакома ситуация, когда нужно пополнить игровой кошелек или просто что-нибудь прикупить, но из-за региональных ограничений это сделать затруднительно. Что ж, у нас для вас отличная новость. С сервисом Keys for Gamers такие ситуации больше не станут для вас проблемой. Здесь можно приобрести как незабвенную классику, так и новые релизы на выгодных для себя условиях. Огромное количество всевозможных предложений для Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и Battle.net, причем игры можно получать как ключами, так и гифтами. Подписки на PlayStation Plus и Xbox Game Pass, покупка игровой валюты, игровых очков, программного обеспечения и все это с возможностью выбрать наиболее выгодное для себя предложение среди разных продавцов и без проблем с оплатой из наших широт, что немаловажно. Также на Keys for Gamers можно легко и быстро пополнить Steam кошелек с минимальной комиссией по рынку, всего в 3%. Чтобы это сделать, находим на главной странице сайта кнопку «Пополнить», выбираем страну аккаунта, вводим логин Steam, необходимую сумму, завершаем операцию и бинго, деньги уже на вашем Steam кошельке. В общем, Keys for Gamers со всех сторон удобный и крайне выгодный сервис. Ежели чего, вы знаете, что делать по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Итак, как вы, наверное, знаете, я решил ознакомиться с Ashes of Creation, что у меня, в общем-то, благополучно получилось сделать не без помощи, а точнее даже благодаря помощи подписчиков. Вернее, одного подписчика, за что ему еще раз отдельная благодарочка. Ну да, и я пошел, в общем-то, в первую волну, ознакомил. Можно посмотреть мой видос, прям посвященный этому событию. В общем и целом мне понравилось, но было в том числе и много вот этих самых «но». Причем эти самые «но» остаются в этой игре по сей день, и они будут в ней еще очень и очень долго. В общем, я посмотрел на все вот эти вот «но», понял, что торопиться абсолютно не имеет никакого смысла, и отложил полноценное знакомство, скажем так, до вот непосредственно второй волны, которая, как вы, наверное, догадались по названию ролика, стартует прям сегодня. За 110 баксов туда можно попасть. Будет также третья волна, я напомню, она стартанет 1 мая 2025 года, и вот туда уже можно будет попасть за 100 баксов. Но нас пока конкретно интересует вторая волна, и вот сегодня мы как раз таки поговорим, что будет в этой самой второй волне. Причем я дам сразу информацию ту, которую разработчики давали изначально, потом дам уже доработанную информацию, то есть непосредственно с места событий, так сказать. И, понятное дело, все это будет еще на ходу меняться, то есть это не что-то высеченное в скрижалях. Ну и вообще нужно отдавать себе отчет, что это самая настоящая альфа. Еще раз, просто на всякий случай, это альфа, это не игра, и это ощущается. Ну и разумеется, поговорим о том вообще, куда иду я, с какой гильдии, на какой сервак вообще идут ру-гильдии, где будет ПВП, и вот об этом всем. Погнали! Итак, для начала о той информации, которую разработчики давали относительно второй фазы альфы когда-то там давно. Планируется расширение мира, дополнение пустыни и зоны тропиков. Тут нужно сразу оговориться, что разработчики вроде как уже должны были добавить 3 новых нода в пустыне, так что тут все вроде как идет даже с некоторым опережением графика. Ну, если, конечно, добавили, но, повторюсь, вроде как должны были добавить. 2 новых уникальных варианта планировки узлов, осады узлов, гибель узла, дополнительное задание мэра, реликвии, фригольды, дополнительные сервисные задания и система выборов экономического узла. В планах также добавление нового архетипа вор, 20 плюс умений, 10 пассивных навыков и система скрытности. Оружие, кинжалы для 2 рук, скипетры, двуручная булава и двуручный топор. Помимо этого осадная техника, закалка, камни для установки в снаряжение, улучшение снаряжения, наборы для ремонта, древо навыков для сбора ресурсов, разведение домашних животных, сбор поиск группы, магазины игроков, таблицы лидеров, дополнительные возможности чата и дома в инстансах. Также по контенту грозились добавить арку сюжета для речных земель, расширение контента для пустыни, динамические мировые подземелья и варианты поведения NPC в состоянии покоя. Вот как-то так это все выглядит на сайте непосредственно у разработчиков. Дело в том, что мне недавно приходила рассылка, мол, присоединяйтесь ко второй фазе, второй альфы, бла-бла-бла, и ссылочка вела сюда, мол, ознакомьтесь получше. Но я так подозреваю, что нам тут предлагают ознакомиться непосредственно со второй альфой, да, вот тут со всеми фазами тестирования,
тестирования и бла-бла-бла. Но я здесь хотел сказать о другом, потому что как раз-таки о том, что будет доступно уже конкретно во второй фазе второй альфы, мы поговорим буквально через минутку. Я хотел сказать, что, пожалуй, самым главным изменением будет время пребывания в игре, потому что вот со стартом второй волны альфа-тестирования доступа вот этого, игра будет доступна 5 плюс дней в неделю. И это, согласитесь, значительно интереснее, чем 3 дня в неделю. Хотя, справедливости ради, нужно отдать должное, разработчики, в общем-то, предоставляли и в первую вот эту вот волну расширенный, скажем так, доступ, потому что игра там была доступна, вот, например, в течение недели. В этом плане они большие молодцы, не скупятся, так сказать, на доступ к альфе. Ну, если не брать, конечно же, в расчет конский ценник. А так-то все норм. Итак, переходим непосредственно к уже более свежей информации относительно контента второй фазы альфа-тестирования. Насколько я понимаю, действительно должны добавить завершенный биом джунглей. По крайней мере, такая информация проскакивала. Дворфы. Да, наконец-то добавят новую расу дюнир, которая, по сути, представляет из себя старых добрых дворфов, которых, кстати, многие ждали. Так же, как и обещали, добавят еще одну новую расу Вейлун, но, конечно, по сравнению с дворфами, она из себя практически никакого интереса не представляет. Новый большой горизонтальный данж, называется он Befallen Forge, и обещает грозное испытание, лаву и все тех же восставших дворфов. Осады нодов. Это будет первая тестовая итерация осад. Ее правила, продолжительности и вообще структуру в целом будут править в зависимости от отзывов игроков. Насколько я понял, для участия в осаде будет необходим некий осадный свиток. Будут разрушаемые штуки типа стен и прочего окружения. Магазины игроков, они же в простонародье киоски. Хотя на самом деле это все-таки немного не то, как кто-то, возможно, себе представлял. В городе будет стоять NPC, которому вы сможете сдать товары на торговлю. То есть это больше похоже на некий аукцион, нежели на торговлю, что называется, на жопе из Ла-2. Но опять же, эта система будет дорабатываться и меняться. Охота за сокровищами. В игре появятся карты и куски карт. Они будут разной рарности, вплоть до легендарных. Клад, естественно, тоже. Сориентировавшись по карте, вы найдете горку грязи, которую сможете добыть, достав оттуда какие-то сокровища. Причем, вроде как скрайбер сможет докрафчивать недостающие куски карт. Более того, чем выше рарность карты кладов, тем больше мест разом будет отмечено на игровой карте. Тем самым разработчики хотят добавить элемент исследования мира. Причем сокровища будут давать не только вещи и деньги, но и материалы. Долгожданного Рогу архетип вор придется подождать еще, потому как его изначально добавят на тестовый сервер и только позднее, предварительно в январе, добавят в игру. Вроде как, где-то мне попадалась информация, что разработчики собирались добавить во вторую фазу альфа-тестирования законченную классовую систему, первую ее итерацию. Понятно, да, вот нынешние архетипы в игре — это базовая версия, по планам разработчиков она должна представлять из себя нечто совсем другое, а если быть более конкретным, можно будет смешивать классы, один класс с другим, и на выходе получать что-то третье, что будет более, скажем так, соответствовать вашим представлениям о качественном геймплее. И вот вроде как во второй фазе альфа-тестирования они собирались добавить такую возможность, первую такую возможность, потому что так-то у них по планам, если мне не изменяет память, это вообще в третьей фазе на реализацию, да, вот заложено. Но вот была такая инфа, я разговаривал с контент-мейкерами, что-то как-то вот тишина. В общем, будем, как говорится, посмотреть. Может добавят, может не добавят. Во всяком случае, официально я никакой информации такой не видел. Ну а что точно добавят, так это баланс существующих архетипов. В основном это будет касаться атакующих скиллов. Ну и справедливости ради нужно отметить, что разработчики уже знатно прошлись по, скажем так, балансу. Во всяком случае, раньше с желтыми пушками можно было творить настоящую грязь, но на текущем этапе их знатно понерфили. Большие изменения ждут мобов и NPC в плане боя. Экономика, здесь тоже все основательно перелопатили. Собрали дату и на ресурсы, которые игроки добыли, и на трейды, которые осуществили, сколько чего слили вендорам. Короче, здесь, судя по всему, нас ждут тоже большие изменения. Изменение баланса нодов, цены постройки, апгрейдов, гражданства, крафт на станках и вот это вот все. Фрихольды, дома игроков, очень сильно обещали постараться успеть до 20 числа, но если даже не успеют, то, как говорится, as soon as possible, а возможно даже shortly after. Тут речь идет и про рецепты, и про ресурсы на строительство. Гильдейские фрихольды тоже будут, но позже, но будут. Ивент с монстр-коинами будет завязан на гигантах и демонах, находящихся на вершине башни данжа. Коины — это рарный лут. Когда вы их получаете в ивенте, то можете превратиться в одного из монстров и начать выполнять задания монстров, а также получать новые обилки и карабкаться по ладеру, получая внешки. По заданию необходимо будет убивать других игроков. Разумеется, там будет много всяких мелких изменений, так называемые quality of life изменения, чатики, говнятики, в общем,
общем, все, чтобы вам игралось, а точнее тестировалось, потому что, напоминаю, это тестирование. Тестировалось поудобней, поприятней. Кроме того, еще раз, это не что-то высеченное в скрижалях, напомню, на всякий случай. Это все будет меняться. Да к тому же это и не полный список изменений, потому что как такового, вот полного списка изменений и вообще всего того, что будет во второй альфе, во второй фазе, второй альфа, вторая альфа, второй фазы, третьей фазы, четвертой альфа. Короче, во второй фазе, второй альфы я просто не нашел. Но я думаю, что по основным моментам, наиболее значимым, мы с вами таки прошлись. Теперь же предлагаю поговорить о не менее интересной теме. О том, куда идти, с кем идти и что там вообще будет. На что рассчитывать. Итак, для начала о том, куда идти. Насколько я понял, имело место некоторое голосование среди гильдий, на котором решалось, собственно, какой сервер будет, что называется, компетитив. Иными словами, где конкретно мы в составе тех или иных коллективов будем чистить друг другу лица. Ну или дружить в засос, тут кому что больше нравится. Насколько мне известно, таким местом коллективным разумом был выбран сервер Лотария. То есть именно туда пойдут все активные гильдии, в том числе и, разумеется, русскоговорящие. Как я понял, будет еще какой-то там один сервак, где можно будет поиграть, скажем так, менее интенсивно. Но я, честно говоря, не особенно этим интересовался. Почему? Правильно, потому что я тоже пойду на сервер Лотария. Иду я туда в составе гильдии Wizards of the Flies, или в простонародье What the fuck. И если есть желание примкнуть к нашим стройным рядам, ссылку на дискорд коллектива вы найдете в описании к этому ролику. Набором занимается небезызвестный Регара, так что вот в его руки вы, собственно, сразу и попадете. Ну и понятно, коль скоро мы идем на компетитив сервер, там прям будет все. И организованный кач, и какие-то походы по данжам боссам, и, конечно же, замесы с другими тагами. В общем, постараемся максимально пощупать весь доступный контент в игре. Вернее, в альфе. Стартует все это дело, ну, если вы смотрите этот ролик именно 20 декабря, где-нибудь там в 8, в 9, в 10 и до бесконечности по МСК вечера имеется в виду. Ну просто потому что, блин, это такое дело, это запуск, сами понимаете. Он вроде как должен в одно время стартануть, но как все мы прекрасно понимаем, никогда он вовремя не стартует. Именно по этой причине весь наш основной состав, ну плюс-минус весь наш основной состав, может быть кто-то, конечно, будет пытаться и пораньше, будет стартовать уже в субботу с утра. Вот прям начиная с самого раннего утречка и... собственно, погнали. Ну, имеется в виду 21 декабря. Что я могу сказать относительно своего режима игры? Я хочу сказать следующее. Упарываться прям вот на все 100% я точно не собираюсь, потому что я знаю себя, я уже прохавал эту фигню в Ashes of Creation в первой волне альфа-тестирования. Я просто понял, что меня все вот эти вот альфа-тестирования жутко напрягают, поэтому насиловать я себя точно не собираюсь. Буду играть, как вот, в общем-то, Бог на душу положит, как говорится. Ну, то есть, вот как мне будет нравиться, буду играть. Не будет нравиться, не буду играть, буду ждать 1 мая. Ну и вот, в общем-то, с 1 мая 2025 года она вообще круглосуточная Ashes of Creation будет доступна, и там это будет уже совсем другая игра, потому что, ну, как минимум, еще один вайб нас ждет именно 1 мая 2025 года, я напоминаю. Но в любом случае, в каком-то виде я однозначно поприсутствую вот в этом в этой второй фазе второго альфа-тестирования Ashes of Creation. О май гад. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.